Hola amigos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro canal. Estamos en España. Говорим на испанском, потому что больше монетизируется на испанском языке. Hi guys. Soy Татьяна. Поехали. Тема сегодняшнего нашего ролика. Мы хотим вам показать сегодняшнюю Испанию. Сейчас середина лета, середина июля. Настроение на подъеме. Скоро отпуск. 2025 года. Погода у нас 30 градусов. Мы в машине, едем в магазинчик. Покажу вам цены. Ну и немножко сейчас по дороге расскажу о том, какая же у нас сейчас Испания. Новости Испании. Или как хотите там. Испания сегодня, сейчас. Мы в Испании. Прямо сейчас. Это провинция Аликанте, побережье Коста-Бланка. Что в Барселоне или в Мадриде, я сказать вам не могу. Поэтому мы рассказываем только о том месте, где мы сейчас проживаем. Анда, vamos. Анда. Садитесь как на испанском. Сейчас 30 градусов показывает наш автомобильчик. Погода, ну вот такая хорошая, небо голубое. В общем-то, все нормализовалось. Супер жары, наверное, нет. Она обычная температура для июля. Может быть, немножко влажно. Влажность, да, это есть. Опять-таки новости. Вот вчера только я прослушала мэра Аликанте Луиса Баркала, который сказал, что... Кстати, приветствуем, Луис. Который сказал, что мораторий на туристический, как сказать, туристический бизнес на 2 года продлен или установлен. В общем, суть в чем? Суть в том, что вот эта краткосрочная аренда, которая всегда была в Испании, и я знаю, что многие люди приобретали недвижимость, инвестировали специально в квартирки для того, чтобы их в дальнейшем сдавать в аренду, получать какую-то прибыль. Говорили, что это инвестиция, это хорошее подспорье для жизни в Испании. Проживать, вложить немножко денежек в недвижку, зарабатывать, ну и жить на эти деньги, собственно говоря. Для кого-то это бизнес, но всегда он был регулируемый в том смысле, что всегда нужно было получать лицензию для краткосрочной аренды, показывать свой доход, платить налог. Но, в общем-то, как известно, наверное, всем, не все этим правилам следовали. И вот с этого года активно стали все это дело следить, проверять, и в том числе напоминать товарищам, которые этим занимаются, людям, что, собственно говоря, за неисполнение вот этих вот норм и правил есть большие-большие штрафы, до 600 тысяч евро. Вот такие суммы даже там называли. Еще да? Подстегнуло то, что публиковать свои объявления без указания номера лицензии, такие агрегаторы, как Booking, Airbnb, Hotels и так далее, которые есть Trivago на рынке Испании, без лицензии ваше объявление просто не публикуют. И, соответственно, вы не сможете прорекламировать свою недвижимость, чтобы ее кто-то снял в аренду. Да. Ну тут хотите верьте, хотите нет. Правда есть правда. То есть такая информация, за что купила, как говорится, за то и продаю. Ставьте лайки или не ставьте лайки. Ставьте дизлайки, пишите, не, я про дизлайки не говорил, я говорил, ставьте лайки. Ну некоторые ставят дизлайки, там пишут, что вы там говорите не тем голосом или что-то у вас там не так. Но тем не менее, нравится вам это или нет, есть такая вот история в этом году. Почему? Потому что и местные жители, они уже давно обеспокоены этой ситуацией, таким нерегулируемым туризмом, когда прямо вот туризм, они не против туризма, они за регулирование этого туризма. И всегда вот эта инициатива очень часто идет с низов. Так вот, местные жители разных регионов Испании, островной в том числе части, они говорили уже давно, что мы обеспокоены этим, потому что нам наш вот уровень комфорта проживания в нашей одной любимой Испании, он падает для местных жителей. Растет недвижимость, растет аренда на недвижимость, стоимость квадратного метра. Соответственно, закрываются какие-то их магазинчики шаговой доступности, открывается все для туристов, рестораны, какие-то сувенирные лавки. Но те, кто живет постоянно здесь, местные жители, они были обеспокоены вот этой ситуацией, потому что они хотят комфортно жить. То есть нужно именно было регулировать туризм и их комфортное проживание. И это, наверное, правильно. Поэтому если кто-то, вот многие, кто хотел инвестировать, как наши друзья, которые приобрели в Арабских Эмиратах в результате недвижимость, цена, качество соответствовала, и они там организовали свой бизнес, они
когда стало известно, что золотые визы отменились и что все-таки вот сложности какие-то возникают, они переориентировались на Арабские Эмираты. Мы об этом снимали ролик, хоть там был какой-то негатив со стороны, видимо, людей, заинтересованных в недвижимости Испании, но тем не менее есть такая вот история. А мы делимся всегда этим, поэтому вот такие тоже новости у нас есть. Они в сторону подвижки защиты местных жителей, и об этом мы вот вчера слушали некое такое заявление мэра города Аликанте о том, что вот мораторий на туристическую аренду на 2 года объявлен. То есть это значит, что все-таки будет как-то регулироваться, а в эти 2 года будет составляться план, как в дальнейшем действовать с туристической арендой. Вот. Ну а так мы все, конечно, знаем, что люди некоторые вкладывались в это с целью получать какой-то бизнес, какой-то доход. И, в общем-то, считали, что это инвестиционная такая привлекательная составляющая. Хотя наш риэлтор, он говорил, что, ну, наверное, это все-таки не так. Но, тем не менее, вот такие изменения есть. И, кстати говоря, несколько лет назад, когда мы были на Канарах, мы посещали очень много мест и общались с местными жителями, которые работают и в туризме, и в музеях. Познакомились с одной очень интересной женщиной, которая работала в музее, также интересном. А мы посещаем музеи разные, краеведческие, исторические, археологические. Заедем там? Да. Вот. И нам эта женщина сказала, что мы на самом деле, жители Канар, мы обеспокоены состоянием наших островов из-за хаотичного туризма, когда уже превышение идет настолько, что люди, которые снимают, вот они не берегут окружающую среду, многие, они начинают там выпивать, как-то на пляжах вести себя, появляются какие-то аварии на дорогах, люди садятся нетрезвые за руль и шумят, и местные жители, они испытывают, ну, какие-то вот дискомфорты при проживании, и это, в общем-то, понятно. То есть сейчас я вам рассказываю не свое впечатление, а то, что мы слышали от местных жителей. В этом году в нашей урбанизации вот стало чуточку потише. В связи с этим я думаю, что все-таки вот эта ситуация напоминания о том, что нужно лицензироваться и платить налог, как-то немножко некоторых, кто в теневую, наверное, сдавал и демпинговал рынок, немножечко приостановила. Кстати, наш сосед, он сам испанец, он сдает, у него есть лицензия, он сдает достаточно дорого, как он говорил, что в сутки у него получается, ну не буду называть цену, это, наверное, коммерческая все-таки информация, но у него заселяются очень приличные люди, они абсолютно не мешают, он сразу оговаривает, что нельзя там проводить мальчишники, всякие сабантуйчики и так далее и тому подобное. А до этого нелегально сдавали снизу апартаменты, и, насколько я знаю, что сдавали там чуть ли не по 30 евро в сутки. Ну, это было там много лет назад, в самом начале нашего периода. И народ там просто бухал, устраивал какие-то скандалы, ругались между собой. Конечно, если проживаешь рядом с таким жильем, это не очень комфортно вообще, когда у тебя раз в неделю меняются новые люди и постоянно происходят такие какие-то склоки. Ну, туризм есть туризм. Я думаю, что здесь все как-то устаканится, как говорится. А следующее – это погода. Погода у нас шикарная, 30 градусов на побережье Коста-Бланка. Народ продолжает купаться в море. Вроде бы как ветров сильных нет. В магазинах очень много фруктов, ягод, различных дыни, арбузы. Кстати, арбузы по 69 центов за килограмм. Дыни я не помню, черешня в районе 5-5,5 евро за килограмм тоже. Черешня еще есть, она уже, наверное, скоро отойдет, но тем не менее вкусная, отборная. Не обязательно даже на рынок ездить, можно купить в Меркадоне или в Лидоле. То есть вкусная, отборная, полезная черешенка. Так что ягоды у нас, они сменяются. У нас была клубника, есть черника сейчас или голубика. Затем вот черешня. Ну и разные прочие другие всякие вкусности и полезности лета. Ну и, в общем-то, лето сейчас, жара, период как раз пересесть на средиземноморскую диету, поесть немножко полезного супчика, который называется гаспачо, который полезный, легкий, холодный и полезный для желудка, легко усвояемый, на что мы как бы и перешли плавно. Ну, а также различные другие рыбки,
паэлью поделать, то есть время поесть креветюли разные, заняться здоровьем, погулять, поплавать. Плавание, оно очень полезно, поэтому плавать каждый день, в принципе, сейчас самое то. Сейчас мы, кстати, заедем, наверное, в магазин, может быть, немножечко я вам покажу какие-то цены, ну, для того, чтобы просто представить. Но на самом деле тот, кто говорит, что за крайние вот 7-10 лет подорожаний никаких нет, это, конечно, немножко лукавство, потому что подорожание есть, и средний чек у нас вырос ровно в 2 раза. Цены на продукты выросли, цены на что? На коммуналку подросли. Может, мы есть стали больше? Нет, едим мы даже меньше, то есть меньше каких-то видов продуктов, меньше мяса, меньше такого всего, но, тем не менее, чек средний у нас вырос в 2 раза. И да, цены на коммуналку растут, цены растут на что? На страховку медицинскую подрастают. С каждым годом все больше и больше, больше и больше. Поэтому... Да на все, ну и зарплаты тоже растут. Об этом тоже скажи. Ну, зарплаты растут, конечно, но все-таки, наверное, не с той интенсивностью, с которой хотелось бы. Я сейчас говорю даже не за себя, я говорю от местных жителей, которые все равно... как бы хотели бы, наверное, чтобы... Именно поэтому они подняли вопрос недвижимости, подняли вопрос туризма, потому что цены на саму недвижимость выросли, цены на аренду с недвижимости выросли, и они не могут молодым семьям позволить, как вот вчера я только читала, писали местные жители, что мы не можем 100% зарплаты отдавать за ипотеку, за квартиру, чтобы разместить молодую семью, чтобы семья взяла ипотеку, им нужно, чтобы им одобрили эту ипотеку, и нужен соответствующий уровень заработка. То же самое было с электромобилями. Не могут люди, многие, позволить себе электромобиль за 30 тысяч купить и разъезжать на этом. Поэтому как-то тема немножко на тормозах спущена пока, но тем не менее вот так. Я вижу, что да, вот строительство как раз ведется, когда проезжаешь по многим улицам, видишь, что плотная такая застройка есть в нашем регионе, уже увеличились пробки, уже увеличилась нагрузка на госпиталь, даже с частной страховкой на частный госпиталь. И что? И там отменили бесплатных переводчиков, что хорошо для нашего языка. Наконец-то мы все прокачаем свой испанский и будем жить как люди, которые уважают эту страну и учат язык. Ты согласен? Да, абсолютно. Кстати, вот многие спрашивают, а как ваш испанский? Вот ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Наш испанский нормально, нас понимают люди, местные жители стараются очень деликатно, я бы не сказала даже поправлять, а если вот их спросишь, а как правильно сказать, или правильно ли я говорю, что вот, ну, в любом месте, в магазине, в кафешке, соседи, или вот я ходила просто там, на улице идешь, хватаешь испанца за руку и говоришь, я правильно говорю? Он говорит, да, правильно. Или нет, но обычно всегда вот очень деликатно говорят, как правильно сказать, или да, правильно, там это. Но никогда не поправляют наш диалект, в отличие от наших соотечественников. Вы не так сказали, не ту букву, не то это. Особенно все, бывших соотечественников. В общем, я хочу сказать, что язык продвигается, нам все устраивает, переводчиков нам не требуется, мы справляемся везде сами, местные нас хвалят. И вот моя соседка, например, она сказала, да не зацикливайся ты на претерит индефинида, имперфекто или что, ты просто говори, мы тебя прекрасно поймем. Моя задача, вот моя личная, это научиться понимать на слух. И чем больше я слушаю, чем больше наслушанность, тем больше я начинаю уже слышать реально то, что мне нужно. А уж меня понять поймут и понимают, и не в этом суть. Суть в деликатности, в систематике и в силе воли, и в мотивации, а не в том, что кто-то пытается демотивировать другого человека и ставить себя умнее, выше, я лучше знаю, я дольше здесь живу. Вовсе не в этом. Умнее чата GPT уже нет человека или Грога. Так да. Что можете не напрягаться. Да, можете не напрягаться, кто пишет нам, что там что-то мы не так сказали. Как хотим, так и говорим. Нас местные понимают, с нами общаются с удовольствием, поддерживают и всегда научат, как правильно. Вот это я хочу сказать. И не суть, поставили вы там предлог какой-то, или забыли в этот момент, или... Кстати, местные жители, многие, они даже не всегда задумываются, претерит индефинида или имперфекту ставить. Они говорят, как говорят вот с рождения. И да, мы учимся у маленьких детей иногда, у соседских, говорить, потому что это самое лучшее. Мы еще на уровне, так сказать, детского сада. Малышни. Едем в магазинчик. Едешь и болтаешь.
У нас, кстати, очень хорошая погода, небо голубое. Но вообще с кондеем комфортно. Да, мы пользуемся кондеем сейчас. Да, кому жарко, душно и плохо со здоровьем, июль-август вам сюда, наверное, нельзя. Потому что это будет тяжело, да? Да. Ну, реально тяжело. Нас постоянно предупреждают разные службы медицинские и так далее, что, ну, старайтесь быть в тенечке, пейте больше воды, не работайте на открытом воздухе, не занимайтесь спортом в дневные часы на открытом воздухе, больше находитесь в закрытых помещениях, в плане, где есть вот такие вот крыши, Все места с тени и так далее. Придется поставить на жару. Сходим сейчас в магазин, посмотрим на что-нибудь, какие-нибудь цены. Так, мы сейчас зайдем в магазин. Я не буду делать обзор на все, может быть, что-то отдельно я вам просто покажу в качестве информации, чтобы вы представляли, какие у нас цены или ну, что-то такое. Даже если вы живете в ближайшей там Франции, Германии, собираетесь сюда на отдых или в Канаде, ну, вы будете знать просто, что здесь у нас есть. А мы что сделали? Мы закрыли окно. Дай-ка красоточку. Вот такой вот штучкой, чтобы нам было, как говорится, легче садиться в машину. Карфурчик, бросаем еврик, берем тележку и поехали. Как ты думаешь, Алексей, вот сейчас в жару комфортно на мотоцикле? Нет, однозначно некомфортно. Мы совсем давно участвовали в поездке на спайдерах там с местными питерской бандой. Сообщество, да. Сообществом, да. И было два жарко, спайдериста, да? Они ездили как раз, большой у них прогон через Испанию в Португалию, ну, из России ехали. И говорят, что Испания и Португалия, это было ужасно ехать на спайдере, на 3 колесах, а на 2 колесах. Я знаешь, почему спросила? Я сейчас вижу последние дни, вот я подписана на 112, и я вижу, что много аварий с мотоциклами. Да. И даже сегодня разместили, что в Мадриде одна авария со смертельным случаем. Я считаю, что это от жары, наверное, асфальт еще. Горячий, да. Колеса плавятся. Ну и вообще жарко. Ставят, падают и так далее. Да. Кстати, ну поскольку жарко, сейчас, конечно... Это слово переводится... Нет, это вот сюда покажет. Это слово показано не то, что здесь написано, это означает, что слабенько. Да, слабенько. Ну, кстати, ударение на «е», поэтому «дебил». Да, переводится так. Ну, посмотрите, сколько воды. Сейчас жара, и поэтому даже вот детская водичка, всякая разная. И Диме профессор говорила, что вот в синих бутылочках хорошая вода. Ну, вообще это все выбирается на свой вкус и цвет. Товарищей нет. А это у нас оливковое масло. Вот по 5 литров продается. 3,79 литр. Ну, это 1 литр стоит 3,79 желтый ценник. То есть это со скидочкой. Хорошее оливковое масло. Оливус, да, Aceite de Oliva Virgin Extra. Точно не знаю, Extra что Virgin. урожай, видимо, хороший, поэтому цена такая. Да, смотрите, цена на оливковое масло очень-очень приятно. До 31 июля. И с этой стороны 3,49 за литр. Aceite de Oliva. Вот такие цены на оливковое маслице. О, минус 20% на хамончик. Ну, вот это, кстати, наверное, о том, что все-таки дорожает что-то, да? Потом они вроде как делают акции, но тем не менее... Вот Алексей говорит, что ножки стали подороже. Это здесь 79, а вот там дальше висит 169. Ну, это да, если Иберика. Да. Здесь ногти не крашены. Ну да, унец должны быть черненького цвета. Кстати, в магазине 54% влажности и 26 градусов температура. Кофе у нас есть всякий разный, но мы очень любим финский. Финский, который называется... вот это мы тоже лавацы любим. В нашей кафешке раньше был кофе лавацы. Ну, только профессиональные упаковочки. Знаете, чем отличается профессиональный? Ну, профессиональный, вот эта вот надпись написана вверх ногами. Да? То есть вот так, потому что открывают с этой стороны, чтобы клапан всегда оставался внизу. А если вы откроете здесь и клапан сверху, когда завернете, то у вас зерна не будут дышать. Так что профессиональные надписи вверх ногами делают. Ну, у нас для домашнего использования. Кстати, когда мы шли в этот магазин, нам сделали приятный подарочек, ароматный, абсолютно бесплатный. Ну вот, кое-что положили на вот такой пакетик ароматный подарочек.
Но я вам не буду показывать, это у нас личные. Но вот такие тоже приятные подарочки делают в торговых центрах в Испании. А вот это те самые ягодки, про которые я вам говорила. Сейчас их полно в магазинчике. Даже ежевика есть. Вкусная, обалденно. 0,69 арбузики. А дыни, кстати, тоже сладкие, хорошие. И 0,95 дыньки. Сейчас вот тут дыни есть. Дыни. Ну, кстати, они разная у них цена. И за 3 есть, и за 95. Вот эти подороже арбузы, это 1,29. В общем, арбузами тут завалено все. Все. 99 сегодня стоит центов килограмм бананов. Были евро 35, сегодня у нас со скидочкой. Это, по-моему, новый, все да? подряд я не показываю, там помидоры, что-то еще. То есть, в принципе, мы сейчас овощи, фрукты употребляем. Там абрикосы есть. Смотри, такая же цена была на рынке, только в ужасном качестве. Ну, во-первых, там на жаре лежат, и они как бы так нагреваются, становятся как вареные. А абрикосы вот там есть, виноград, персики, черешни. Сейчас я подойду еще к черешнике. Абрикосик, сейчас 2,89. А вот это черешня. Мелокотон у нас 3,59. Черешня. Она крупная очень, сладкая, полезная, пока она не отошла. Упаковочки вот за 5,60. А стоит 4,69 за килограмм. А это слива. Ну, в общем, я все подряд вам показывать не буду. Фруктов много. Всякие фрукты, овощи. Как-то так. У нас получилось... Что у нас с бананами? 2 грозди. Сколько у нас получилось? 2 килограмма. 1,97. Но это вообще ни о чем. Да. Ну, опять, кто спортом занимается, бананчики тоже очень полезны. Вот. Такие вот дела. Да, лучок приятный. И вот этот мне нравится. И лук-порей, который мы едим вместе с мехионицами. И морковь. Вот эта морковь прямо как с грядки. Я помню, в детстве мы выращивали. И вот такое ощущение, что вот прям хочется ее погрызть. Может, возьмем, погрызем. Ты хочешь погрызть? Ну да, я что-то впечатлилась, очень морковочки хочется. Свеженький такой. С хвостом. А хвостом моркови мы кормили кроликов. Кукуруза 2,25 за килограмм. Прикольно. Зато морковь свежая, я думаю, что она очень вкусная. Вот так. Так и питаемся. Ну, может быть, дорого, но что намыто? Мы это евро 99. Ой, а вот этот, кстати, батат полезный. Прикольно. Да. Ух ты, какая рыба. Это тунец? Вот это тунец? Вот это да. Это форельки, наверное. Немецкий хлебушек. Да, слушай, они прям как бородинский деланы, со всеми. С кориандром и так далее. Вкусный и полезный. Французские купальнички. И стоят-то недорого. 7,99 вверх и там, допустим, 5 низ. Купальники классные. Опробовано. Вообще отдел здесь классные одежды. Купальники разные, разноцветные в этом году. Просто глаз радует. И, кстати, очень хорошее белье. Белье, труселя, бюстики тоже стоят не сильно дорого, но зато. И модные украшения. В этом году всякие крупности. Ну-ка. Такие крупные, красивые, модненькие летом, на лето. Вот это, например, стоит 9,99, 10 евро. Такая красота. Сейчас я здесь немножко покопаюсь. Такие серьги. Такие крупные, кстати, в этом году в тренде. Какие-нибудь такие летние.
Ну, порядка до 10. А это на ножку. Украшение. Кольца. В общем, здесь я немножечко сейчас задержусь и выключусь. Две штучки за 4,95. Я бы не сказала, что сильно. Две штучки. 4,95. Ну, по 2, там, с небольшим. Ну, раньше когда-то было по еврику. То есть, в принципе, так дорожает, наверное. Фуэтик. Его много, но так он уже подороже. Ровно в 2 раза, наверное. Я бы так сказала. Вот. Хамончик. Кто-то попробует жарить. Ну да, тут как-то на жаре особо-то и не хочется. Свинину мы вообще не едим. Как-то так, знаете. Больше фрукты, овощи. Так, все, сделали покупочки. Забираем свой еврик. Вот такой вот обзорчик магазина у нас получился. Едем дальше. Ну что, посетили мы магазин, кое-что вам показали, но это лишь очень малая часть. Но если вы едете из близлежащих стран каких-то на отдых, то вы будете иметь представление, что в принципе здесь все есть. Раньше даже нас спрашивали детское питание, все тут есть, все присутствует, все нормально с этим. Дети тоже растут здесь, поэтому не волнуйтесь. И для животных все есть, и клиники, и ветпередержки, вернее, не ветпередержки, а как это, для отелей, для собачек, кошечек. Все питание, все средства по уходу и клиники на разных языках тоже присутствуют. В нашем регионе что хорошо, здесь есть и магазины на разных языках, как русскоговорящие, польские, немецкие магазины, соответственно, с тем привычным питанием, которое у вас есть в ваших странах, и скандинавский магазин с селедочкой шведской, с финскими фрикадельками. Ну, единственное, что я вот не видела там наш любимый кофе Юхла. Вот, ну, может, уже и есть, я не знаю, честно говоря, давно мы там не были. И мы заметили с Алексеем, что сейчас стало товаров гораздо больше, чем зимой. Вот, во всяком случае, какие-то вот Carrefour, в которых мы были, да, ощущение такое, что и одежды больше, и украшений больше, и косметика более наполнена, потому что цены, наверное, пониже, чем во всех прочих странах Европы во многих. И финны едут, шведы едут, они с удовольствием скупают женщины косметику, потому что у них цены повыше, и во Франции тоже, и так далее. Воды много, еды много, всякие акции. Мы смотрим желтые ценнички со скидками, 2 по цене 1, или скидка на 2 товар. То же самое в Лиделе. У нас есть аппликасион, в аппликасионе очень много акций, различные там купоны, заплатить, как бы, собери 200 евро, то есть сделай покупок на 200 евро и получишь скидку, или там еще какая-то рулетка с выигрышными, с бесплатными товарами. В общем, для туристов очень много акций, так что нельзя сказать, что сейчас вот прямо туристов как-то притесняют, все против. Нет, конечно, туризм, он есть в любой стране, в любом городе. Конечно, туризм – это часть экономики, и она пополняет определенную часть казны, но это не должно быть основным, естественно, источником дохода страны. И это должно регулироваться. А для туристов создаются различные условия здесь приятные. Вот взять Бенидорм, там много отелей, даже all-inclusive, и с бассейнами, и с дискотеками, и для молодежи, и Ибица на молодежь ориентирована, там много дискотек, ночные клубы и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы можете найти любое место в Испании, где вам будет хорошо отдыхаться. С детьми это одно, взрослые люди, майорысы, да, это другое, молодежь что-то третье для себя найдет. Кстати, магазины многие стали работать по воскресеньям, тоже в период туристической активности. Поэтому вот такая вот история. Но единственное, что хотелось бы, чтобы на дорогах люди были более внимательны и лучше соблюдали правила дорожного движения Испании. Потому что много аварий за эти 2 месяца, просто их катастрофическое количество. Не забывайте снимать очки в туннелях. Да, мы сейчас заехали в туннеле есть свои правила. На кругах есть свои правила. Въезд и выезд
из кругов, из правого ряда в правый ряд. Каждая страна со своими правилами. Нужно уважать правила той страны, куда мы приезжаем на отдых. И, соответственно, не переносить свой устав в чужой монастырь. Что мы стараемся делать? Прежде всего, конечно, узнать все особенности отдыха или проживания в той или иной стране. Ну, в общем, вот как-то так. Такие у нас небольшие новости. Надеюсь, это вам полезно и интересно. Всю удачи, добра, хорошего настроения. Nos vemos. Чао-чао. Чао.